Здравствуйте, представители знака зодиака Телец. Февраль 2024 года. Таро прогноз гороскоп по 12 домам гороскопа. И февраль это у нас первый месяц года дракона. 10 февраля как раз дракон вступает в полномочия, мои дорогие. Давайте зададим такой вопрос: как изменится моя жизнь? Каждый дом гороскопа отвечает за ту или иную сферу жизни. Вот давайте мы сделаем такой таро-расклад. И это новый формат. Меня просили прежде много раз. Ну вот, видимо, собралась я только к году дракона. Итак, первый дом гороскопа – это у нас ваша личность, мои дорогие. Вот давайте, у нас февраль очень такой знаменательный месяц, и для вас, наверное, дважды у вас, правда, судьбоносные перемены коснутся многих сфер вашей жизни в 2024 году. Хотим или нет, планетарно так будет происходить. Ну, у нас високосный год 24-й, незабываемый, поэтому у нас в феврале 29 дней. И что отмечает февраль? Будет дважды стелиум, скопление планет. Это произойдет 17 февраля. И это будет у нас три планеты очень серьезные: Плутон, Марс и Венера. И в последующий или в дополнительный день, 29 февраля, у нас снова будет стелиум, и он будет касаться Солнца, Меркурия и Сатурна в первом градусе Рыб. Мы можем узнать что-то такое, что словно за кадром, за кулисами было для нас прежде. И это не обязательно, что от нас что-то скрывали. Это скорее мы чего-то не видели. Поэтому для кого-то из вас февраль будет тот месяц, когда вы примете важное решение. Но это так, планетарно, не всегда это совпадает. Давайте узнаем. Итак, первый дом гороскопа – это ваша личность, где-то ваше настроение. Хорошее такое настроение по пажу мечей. Я хочу знать правду. Обратите внимание, даже прорисовка карты такова, что молодой человек стоит и где-то очень сосредоточенно, где-то насупившись. Смотрит на окружающий мир, и он как будто с ним не согласен. У него свое видение или у него какая-то своя задача. Вот вы будете в таких энергиях, и проигрывается, что мы хотим знать правду. Ну, наверное, в феврале для вас правда и ничего, кроме правды, какая-то истина. Для кого-то из вас это могут быть, увы, вопросы, связанные с законом, юридические какие-то, может быть, оформление документов, может быть, вы будете искать информацию и как я должен поступить, чтобы себе не навредить. Вот здесь я на первом месте будет для вас. Но это не то я, когда расслабленная. Нет. Здесь есть какая-то логика, конкретика, жесткость, мои дорогие тельцы, которая вам, ну, где-то не совсем свойственна. Но кто знает, может быть, обстоятельства вашей жизни складываются именно так, что, ну, какие-то розовые очки как будто нужно снять. А даже если их не было, то по тем делам, которые разворачиваются в феврале, нужно видеть какой-то факт. Второй дом – это у нас будет финансы. Давайте узнаем, что для вас на февраль финансы. Победа. Правда, тут финансовый успех может приходить к вам, и какое-то ваше дело, ну, как будто продвигается. Это касается, например, бизнеса. Или, если вы хотели построить карьеру, это тоже где-то с заделом на финансы, значит, и финансы пойдут в рост. Но что нам об этом говорят? Опять же, обращаем внимание на свои собственные планы. Здесь не нужно переключаться на какой-то режим многозадачности. Вы добрые люди, мои дорогие тельцы. Но февраль – это месяц, который вы должны посвятить именно своим амбициям. И в зависимости, видимо, от ваших амбиций, от постановленных планов, будет еще и финансовая сторона вопроса. И если вы не используете этот период, то тогда какая-то победа, ну, не так будет радовать. А тут как будто масштаб победы может зависеть от ваших приложенных усилий и потраченного времени, может быть. Вот почему и говорят, не уделяй чему-то второстепенному внимания. Вот ты сам на повестке дня, как и по первому дому, так и по финансам, по второму дому гороскопа, и сохраняй. Все же, хоть и карта победителя прекрасная карта, и она говорит, что да, успех будет, прогресс сам по себе, но и когда мы не должны транжирить финансовые средства, а именно достичь успеха, это только 50%, остальные 50% сохранить. Помните это, внимание к финансам. Третий дом – это дом коммуникаций, социума, наших родственников.
Может быть и где-то короткие поездки, но здесь вот как раз семерка пентаклей. Скорее всего, даже если вы хотели совершить какую-то поездку, вы передумаете или отложите что-то на потом. Это карта своего рода ожидания или, ну, где-то не меняется, наверное, по сравнению с январем какая-то ситуация глобальная, да. Поэтому если про коммуникации, вы знаете, вам тут самим может быть, не захочется тратить время буквально на пустые разговоры. Или вы будете настолько заняты делом, что действительно я занимаюсь только тем, что для меня имеет смысл. Сама по себе карта паузы и какие-то отношения, может быть, вашего социума, вашего окружения, коллеги, соседи. Я не могу сказать, что вы откажетесь, но рассмотреть как будто с другого ракурса вы можете. Или поставить на паузу вы как будто захотите. Может быть, что-то не имеет смысла. Видимо, от полученной информации или от вашего настроения будет зависеть еще и желание с кем-то общаться. Но и для кого-то из вас как будто правда. Ваши личные устремления, честолюбивые планы – это задача номер раз. Но, в принципе, перемен как таковых как будто нет. Или, может быть, для кого-то из вас какая-то пауза вообще с людьми в целом. Может быть, и февраль для многих из нас, независимо от знака зодиака, будет очень, может быть, по крайней мере, тем месяцем, когда мы задумываемся о том, что будет дальше. И каждый будет занят просто собой. Идем дальше. Четвертый дом, очень важный дом, это сам по себе жилье, как бы наш дом, семья и чувство защищенности, особенно для вас. А вот здесь пятерка жезлов. Я не могу сказать, что вы будете испытывать чувство защищенности. Нет, скорее приготовьтесь, мои дорогие тельцы, к какой-то турбулентности. Много людей. Вы в центре внимания. Всем от вас что-то надо. Видимо, не случайно паш мечей выпадает, и вот такая идет сразу подсказка, что у вас может быть настроение «не мешайте мне». У кого-то напрямую вопросы, связанные с жилищем, как лучше обустроить. Может быть, переезд, который вы планируете, или обмен жилья, или улучшение что-то в вашем доме. По этой карте, в принципе, много информации к вам может приходить, и она будет, ну, как вот, правда, информационный хаос. То есть не включаться сразу в первоуслышанную новость будет тоже важно, потому что фейк, искажение какой-то информации может быть или нагнетание какой-то, знаете, нервозности. Вот этот момент учтите. То есть вокруг вас, правда, какая-то турбулентность, которая, мои дорогие тельцы, к вам-то не имеет никакого отношения, но вас словно кто-то будет пытаться сбить с ваших настроек. Пятый дом – это у нас как и отдых, так и досуг, творчество, хобби, развлечения. Ну, судя по всему, не до развлечений тельцу, но радовать будет семья. Какая-то ваша личная история. Пусть это будет связано с детьми, с внуками, с кем-то из родственников. Десятка кубков. Вот, видимо, в основном-то вот что касается семьи, пусть у нас эта карта выпадает на досуг. Но здесь как будто может проходить как и любимое дело, которым вы занимаетесь, и радость от приложенных усилий и какого-то результата. Так и, в принципе, ну, где-то баланс в вашей семье будет. Видимо, в основных каких-то очень важных проектах или проектах вашей семьи, или в отношениях с важными для вас людьми. Поэтому это будет, ну, наверное, вдохновение точно добавлять и уверенности, мои дорогие. И на пятый дом, может быть, будут те отношения, когда вам будут что-то предлагать. Все-таки радовать это точно, абсолютно, мои дорогие, ведь это карта счастья. И на пятый дом пусть не совсем конкретно про развлечения, но вас могут куда-то приглашать. Или вы станете очень притягательны для противоположного пола, кто знает. И какие-то знакомства, ну не совсем тут об этом нам десятка кубков, но для кого-то все же это только карты. Судьба у каждого по-своему строится. Но то, что предложение или интерес к вашей персоне будет, это точно. Но вы-то как будто в других энергиях. Но радость, она определенно будет. Давайте здоровье посмотрим. Но мы не рассматриваем, я на канале не рассматриваю вопросы как и здоровья, вероисповедания и политики. Но поскольку есть шестой дом гороскопа, который за здоровье отвечает, поэтому посмотрим вот так вот в целом.
Ну, здесь как будто праздник после победы, правда? У кого-то удачно, может быть, какие-то процедуры пойдут. Все же меня смотрит разное количество людей. И у многих, увы, я это знаю, хронические заболевания, значит, где-то они вам допекать вас не будут. Или научитесь вы с ними жить и какой-то баланс установите. Правда, праздник после победы, четверка жезлов, это когда карта якоря, уверенности, поэтому, в принципе, сил у вас должно хватить на все. Здесь будет важна ваша физическая форма, так и где-то внимание к собственному здоровью, как будто нет мелочей. Может быть, с учетом пажа мечей вам и придется как раз вопросами здоровья заниматься, мои дорогие. Такое тоже может быть. Мы хотим что-то знать наверняка. Может быть, о самом себе. И вы пойдете проходить какое-то обследование. Почему нет? Или какой-то курс лечения тоже. Вы плановый, может быть, который, ну, вот сообразно сезону вы проходите. Но здесь как будто, значит, вам это помогает на самом деле. Вы будете чувствовать улучшение. Идем дальше. 7-й дом, брак, партнерство. Это как и бизнес-партнерство, так и отношения в паре, даже если вы не оформили свои отношения, не расписаны, как говорят. Итак, 7-й дом. У кого-то это может быть интерес к человеку, который намного моложе вас. У кого-то это будет в труде, в вашем бизнесе, в работе. Человек, пусть он моложе вас, но ваши какие-то идеи, может быть, правда. Бизнес-партнерство или какое-то ваше личное, ну, как хобби, которое вы хотите, предположим, монетизировать. Или ваше ремесло, мои дорогие тельцы. Может быть, это, знаете, как новый какой-то вдохновляющий проект, если вы человек творческих профессий. Здесь тоже как будто вас кто-то может поддержать, но это паж жезлов. Есть, безусловно, импульс. Может быть, это новый импульс в ваших уже отношениях. Кто знает, у кого-то так проиграется. Или возможность, может быть, разобраться с какой-то личной историей и по-новому словно начать с новым вдохновением, с новым словно качеством жизни. Но, наверное, для большинства проиграется, как действительно есть какое-то партнерство, даже по работе, или, возможно, какие-то новые идеи. Есть конкретный человек. По этой карте, вот как я озвучила, могут проходить люди, которые моложе вас, или могут даже люди проходить в возрасте. Но это те, которые легки на подъем, это те, которые... Ну, где-то отчасти и ведут себя как дети. Здесь у каждого проиграется по-своему. Может быть, и правда будет тот человек, с которым общаться интересно. Или у вас есть заинтересованность в конкретном человеке. Но даже невзирая на возраст, на него не понадеешься, ответственности не потребуешь, потому что он ведет себя как ребенок. Вот где-то это основной смысл партнерских отношений. Надейтесь на себя. Одним словом, мои дорогие тельцы, ну как будто так будет правильней. Удерживать эту победу – это в первую очередь я и как альфа и омега, и тогда не будет неожиданностей. Давайте будем смотреть дальше. 8-й дом – это самый таинственный дом, трансформация, это неожиданности. Вот что нам скажут карты. Как может быть приезд человека, такой спонтанный, у кого-то из вас предложение вам поездки может быть, и если мы говорим по 8-му дому, сами по себе поездки не идут, поэтому я могу предположить, и если будет какое-то предложение, вы можете где-то отказаться или оставить что-то на потом. 8-й дом еще и юридические вопросы могут быть. Или какая-то ситуация, с которой вам придется разбираться. И все же рыцарь жезлов и проходит, правда, по этой карте. Как для кого-то это проверяющие могут быть на работе. Или вам нужно закрыть какой-то вопрос с юридической позиции. Вы будете узнавать информацию, искать ее, и вам для этого придется куда-то отправиться, что-то согласовывать в каких-то инстанциях. Вы можете получить внезапно какую-то новость, которая на первый момент может так выбить где-то из колеи, и вам придется активно действовать или предпринимать какие-то усилия, или с кем-то разговаривать, договариваться. Что-то вы не сможете отложить на потом, или это будет по части юридических каких-то вопросов или оформления документов, бумаг, может быть, как возможность, или это будет связано с конкретным человеком. Может быть и так.
Давайте мы идем дальше. Вот как раз 9-й дом, дальние поездки. По рыцарю мечей к вам может приехать человек, правда? По рыцарю мечей, если это мы рассматриваем ваши дальние поездки, философия, религия, тоже 9-й дом. И у нас первая карта, посмотрите, паш мечей и рыцарь мечей добавляет как раз значение в том контексте, что вы хотите что-то знать наверняка. Для кого-то из вас изменение мировоззрения в соответствии с тем, что, может быть, и планировали вы что-то одно, мои дорогие тельцы, а обстоятельства сложились по-другому. Или поведение конкретных людей. Оно вас заставило пересмотреть свое отношение. И вы, правда, от чего-то можете отказаться. Какие-то отношения вы можете поставить на паузу. И какие-то поездки вы можете тоже отменить. Но я могу предположить, что вот люди в отношении вас свои поездки не отменят. И, скорее всего, это к вам издалека кто-то может приехать. А знаете, все же рыцарь мечей – это есть такое значение по Таро иллюминатов «бунтарь без причины». И к вам откуда-то может заявиться персона, которая будет пытаться выяснять с вами отношения. Вот такой момент может проиграться. Или это у вас, мои дорогие тельцы, будет желание, если правда планировалась какая-то поездка или переезд, а стоит ли мне туда ехать? Дай-ка я соберу информацию. Дай-ка я увижу по факту, чтобы собой не рисковать. Дай-ка я перепроверю. Вот потому что эти карты отчасти схожи в том значении, когда мы ищем истину, и мы ее находим. И у кого-то это будет связано, может быть, отчасти финансы, жилье, действительно какой-то переезд достаточно далекий, когда мы не должны собой рисковать и наоборот что-то просчитать. И вы будете искать до мелочей какие-то тонкие нюансы, чтобы не ошибиться. Или то же самое в отношении вас может проделать какой-то другой человек. Но сохраняйте нейтралитет. Как бы тут ни развивалась ситуация, у кого-то это может быть, что вам придется поехать, может быть, куда-то даже, но достаточно далеко, чтобы... Я не говорю, что это будет февраль, но, может быть, для того, чтобы взять какой-то документ. Может быть, внезапно приходит новость, и если вы никуда не собирались, то как будто какая-то бумага вам может понадобиться. Или чья-то подпись, к примеру, или печать в какой-то инстанции. Вот тут такие моменты, именно больше с позиции протокола юриспруденции может такое быть, и вам придется куда-то отправиться. Хотя, в принципе, вы можете это и поставить на паузу. Тут у каждого, наверное, немножко будет по-своему. Давайте мы посмотрим совершенно неожиданный для вас. Вот мы уже достали с вами 9 карт. И расклад для вас не совсем, как бы я такого ожидала. Правда, планетарно, вроде как для Тельца уже в феврале должно больше складываться в плюс. Да, есть плюс. Карта победы. Посмотрите, 10 кубков, 4 жезлов, праздник после победы. Как бы и счастье, и победа, и уверенность, она есть. Но есть у вас и много вопросов, которые вам придется закрывать. Или еще и люди на вас будут воздействовать, где-то давить, где-то путать вас. И вам придется быть достаточно хладнокровным. Вы знаете, для вас в мае месяце у вас как раз будет где-то уже с мая, потому что будет стелиум в мае, именно в вашем знаке зодиака. И где-то с 8 числа у вас мая будет словно разворачиваться колесо вашей судьбы. И к маю будет очень важно подойти с осознанием того, что я сейчас буду заниматься собой. Может быть, в феврале какие-то вопросы вас будут словно подталкивать разобраться с чем-либо или с кем-либо. Это не значит, что конфликт разобраться, а это для себя самого, какую-то, может быть, демаркационную линию провести и сказать, так, вот это у меня в приоритете интересов, а вот это уже в прошлом. Идем дальше. 10-й дом. Работа, карьера, власть. Что для вас, мои дорогие тельцы? Все в плюс. Туз пентаклей. Деньги будут. В феврале деньги будут, правда. Но здесь по тузу пентаклей, знаете, часто проходят такие ситуации жизненные, когда нам словно Вселенная помогает. Хотя иногда проигрывается внезапная новость, мои дорогие. У каждого по-своему. И поначалу, кстати, нас эта новость может так, правда, тоже огорошить.
Хотя сама по себе карта положительная, но у кого-то может проиграться туз пентаклей как раз как информация, которая нас ставит поначалу, именно поначалу в тупик. А потом по прошествию дней мы понимаем, что это было зачем-то нужно конкретно. Но я надеюсь, это проиграется не для всех далеко. Это редкий нюанс, и он не описан, кстати, ни в одной колоде Таро, но по жизни такое бывает. Для большинства, и я на это искренне рассчитываю, это правда как удачно решить финансовые вопросы, закрыть какие-то финансовые, может быть, нюансы, бреши, или вообще для себя какой-то прогресс наметить по финансам. Если вы хотите построить карьеру, пожалуйста, зеленый свет, добиться какой-то должности, да тоже, или добиться успеха в бизнесе, опять, пожалуйста, перспектива сама по себе и уверенность уже, ну, как минимум, на конец февраля к вам приходит. Работа, и если хотите, все в вашей власти вообще. Если вы хотите что-либо совершить, как будто для вас, тельцы, надо поставить себе цель и вперед. Или так, или каким-то иным путем. Вы все равно добиваетесь того, чего вы хотите. Вы, правда, победители. Но эта победа не та, которая свалилась как манна на голову. Нет, это придется проявлять где-то активность, а что-то ставить на паузу, с чем-то разбираться. Но самое главное, не терять свои намерения из виду. 11-й дом – это у нас дружба, взаимопомощь по карте Луна. Нет, мои дорогие, тут скорее могут, знаете как, ну, карта Луна проигрывается со знаком плюс, когда нас поддерживают близкие. Это нежные эмоции, чувства, когда нас любят. Это наш теплый, уютный дом. Это наше место где-то покоя, пристанище в плане, где мы отдыхаем, восстанавливаем силы. Вот поэтому помогать вы будете сами себе в первую очередь. Хотя с десяткой кубков для кого-то, знаете, даже если будут временами в течение февраля сложные ситуации, как будто ваши близкие, они будут разделять вот ваши взгляды или ваше видение вещей. Вот скорее да. Поэтому тут как моральная поддержка, она определенно будет. Но все же карта Луна – это тысячи неопределенностей. И нам говорят, выглянет солнце, все встанет на места. Видимо, и еще в феврале, вот правда, многое не ясно пока. И рассчитывать, что кто-то придет на помощь, нет. И вы сами, мои дорогие тельцы, скорее будете в таких холодных, как я уже сказала, энергиях. Продолжать мне стоит с кем-то дружбу? Или нет, все-таки это на дружбу? Продолжать мне стоит с кем-то общение или нет? Я не могу сказать, что вы определитесь, потому что все же это старший аркан, как и новости от конкретных людей могут приходить, внезапные, так и вы, ведь это по Луне часто проигрывается, как «я не верю». Вот этот нюанс, когда я надеюсь на самого себя. И я понимаю, что меня могут подвести люди, поэтому, наверное, хоть и говорят, один в поле не воин, но вы, мои дорогие тельцы, как раз воин. В феврале месяце это точно. И 12-й дом, вообще 12-й дом – это то, что от нас где-то скрыто. Это то, что мы можем не видеть. Это могут быть какие-то тайны, которые в последующем, ну, чтобы не встали для нас как проблемы. Вот давайте мы достанем эту карту с позиции, что скрыто, что для вас важно знать, или какие проблемы придется решать. Карта отшельника, правда, вот все то, что мы сейчас с вами разбирали, и все то, что я говорила, эта карта просто подтверждает. Здесь слушать свою интуицию. Посмотрите, отшельник и фонарь. Вот есть такое значение. Отшельник во всех колодах карт всегда с фонарем. И это не что иное, как прообраз интуиции. И как будто фонарь включается именно в тот момент, когда это необходимо. И у нас показан наш отшельник, который идет по тому жизненному пути, который даже не крепится ни на что. Но он все равно идет вперед. Поэтому для вас даже какое-то дело, если вы остаетесь в одиночестве, вас никто не поддерживает, но вдруг, такое ведь тоже может быть, как будто точно следует продолжать. Не включаться в те вопросы, мои дорогие, которые вас не касаются. Для кого-то из вас в феврале месяце вы можете включиться и оказать кому-то помощь. Но тогда, мои дорогие, вы можете испытать разочарование, что почему я откликаюсь, а в ответ мне глухая стена. И вот это глубокое разочарование для кого-то из вас как раз и будет означать уход
от каких-то отношений или пересмотр ваших действий, вашей активности в отношении кого-либо. Может быть, это будет касаться родственников и даже близких, и у кого-то это активно проиграется. Вы знаете, я люблю карту «Отшельник» за что? Никто не мешает. Поэтому, какова бы ни складывалась обстановка, вы все равно сможете какую-то свою канву или свое намерение, цель продолжать. Вот этот жизненный путь, почему, наверное, вы должны быть у себя самого на первом месте. Потому что какое-то ваше дело, оно сейчас словно, ну, знаете, в такой хорошей фазе, как прогресса, для прогресса, оно находится. И чего-то не бросать, если даже поначалу что-то складывается криво. С другой стороны, по карте «Отшельник» есть такой момент: никуда не торопитесь. Ведь это старший аркан. Видимо, спешка или желание быстро совсем разобраться, может быть, у кого-то будет. Это скорость не лучший помощник. И, может быть, даже если какие-то быстрые такие новости к нам приходят, все-таки у вас два рыцаря, а рыцарь, как и жезлов, так и мечей, это скорость, безусловно. И вроде как надо на что-то откликаться. Значит, успевайте додумывать, прежде чем откликаться на ту же самую помощь кому-то или участие в каких-либо делах. Придется вам быть отшельником, мои дорогие, чтобы сохранить себя, сохранить свои приоритеты, принципы, какое-то, может быть, свое дело. У вас, правда, тут для кого-то из вас может быть такое в течение февраля, когда я должен заниматься именно собой и своим бизнесом или своим творчеством. Может быть, какой-то творческий проект. Может быть. И не будут где-то ну, с вами согласны в каких-то методах, но как будто все равно вот не теряйте канвы собственных решений. Это тоже будет для вас важно. И, правда, если какой-то путь нужно словно пройти в одиночестве, ну, значит, так тому и быть. У вас на это достаточно сил. Пройдет какой-то еще период времени, и вы увидите, зачем все это было нужно. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.